Привет, ребята! Привет, ребята! Сегодня мы продолжаем исследовать выселенные дома. Идем в следующий дом, посмотрим, что находится там. Да. Ну, самое интересное, что меня поражает то, что это находится в черте города Минска, что достаточно дико на текущий момент, зная, как у нас, в принципе, относятся к, скажем так, заброшкам, да, в черте города Минска непосредственно. Поэтому мы предвкушение. Да, у нас просто мало таких заброшек, у нас их сразу либо консервируют, либо их сносят, что-то реконструируют. То есть у нас нет такого, чтобы стояли дома годами. Да. Но это исключение. Исключение из правил вообще. Да, и мы идем дальше смотреть, что мы интересного сегодня встретим в другом доме. Всем привет! Меня зовут Никита, и я охотник за привидениями. Я исследую заброшенные здания с целью поиска чего-то паранормального, непонятного и мистического. Хотя, честно говоря, я в это не особо верю. Твою мать! Хороший песик. Если я тебя заинтересовал, ссылка на мой канал в описании под этим видео. Ребят, проходим в следующий дом. Закрывай за собой двери, пожалуйста. Я думала, здесь подвал, а здесь склад всего. Здесь точно никого нет, потому что здесь дверь была подперта кирпичом. График каких-то уборок. Я думаю, мы быстренько сейчас с вами здесь приберемся, пройдемся. Никого нет дома? Никого нет дома. Был бы второй свет, мы бы разделились на самом деле. На второй этаж. На второй снимали. этаж могу пойти. Ну, если я на второй, я на первом поснимаю, как раз будет. Ой, ну и лестница, она вся изгаженная, фу. Вся изгаженная лестница. Кто-нибудь есть? Вообще, ребята, никого нету. Здесь. Так. Ну что, пойдемте. Если честно, заходить в чужую квартиру такое себе удовольствие. Ну, тоже очень простенькая квартира. Серванты всякие, шкафы, веревки. Ребята, вы смотрите, тут обои прям унитаз. Но я заходить не буду, так как тут вот такая картина на входе. Переступать не буду, но выглядит это все приблизительно вот так, как вы можете видеть. Так. Тут кухня. Ну, в общем, планировка везде одинаковая, ребята. Но тут очень милые обои. Голубо-желтенькие. Санузел. Отдельно ванна. Так, выходим. Ребята! Что это такое? Ребята, здесь просто подвал. Подвал в городе. Вы такое когда-нибудь видели? Охереть! Погреб. Охереть! Вот это я в шоке, конечно. Здесь ничего интересного вообще нету. Кроме подвала, конечно. Диски, кассеты. И опять 2019 год. Зеркала. Кто-нибудь есть? Фу, ну запах. Вот это вот все, ребят, плохо видно. Но видите, моя рука отражается.
Прям вся стена. Офигеть. Это прям везде зеркала эти. Смотрите, прям мебель осталась. Диваны, бутылки. Ну, тут, видимо, обитают вот эти вот ребята, которые назвали. Потому что пустые бутылки. Так. Здесь у нас шкаф, сервант. Пусто. Тоже пусто. Ну, снизу посуда вот эта советская, никому не нужная. Так, вот это все, ребята, выглядит. И унитаз посреди комнаты. Вот эти зеркальные стены, это что за ноу-хау? Очень темная квартира. Ой! Ну, там кухня. Но вот эти зеркала выглядят не очень по всему коридору. Так. А здесь тоже комната. Смотрите, ребята, матрас. Так близко подходить не буду. Тут еще стоят, смотрите, настойка пустырника, сердечные капли. Вот квартира более-менее сохранилась. И, видимо, сюда пока заходят люди. Тоже фотообои, башмаки, маленький чайничек, розовенький, кукольный хлеб, кстати, ребят, хлеб, который уже полностью сгнил. Тут ничего интересного. Тоже погреб, посмотрите. Дома с погребами. Офигеть, как они тут слазили. У них какая-то лестница была. Смотрите, какая паутина уже. Офигеть. Просто тоже натяжной потолок. Спички остались. Вот интересно, там что-то капает в дальней квартире. Интересно, что. Сейчас пойдем. Посмотрим, что там капало. Вот вода, смотрите. А что здесь капает? В квартире никого нету тоже. Тоже есть погреб. Треснула за мной дверь. Какая-то квартира странная. Посмотрите, видите, накапано. Даже вода вон есть. А откуда капает? Я не понимаю. Здесь нет воды. Здесь неоткуда ему капать. Неоткуда. Что это такое? Ребят, если у вас есть какие-то версии, пожалуйста, пишите в комментариях. Я не понимаю, что это. Эту квартирку, я думаю, оставлю напоследок. Мы зайдем в нее вместе с Аленой. Опять же. Ты где? Я тут.
Тут пипец, зеркальные стены везде, блядь. Я когда зашла, я охерела. Ходит запах прикольный. Ты там уже все засняла? Я одну квартиру, которая закрыта, оставила нам с тобой напоследок. Чтобы мы в неё зашли. Вообще, да? Вообще. Жесть. И по всему коридору такое. Вообще. Вау, ничего себе. Мне кажется, здесь, кстати, сходка местных алкашей, потому что здесь стоит водка, диван, и я нашла всякие баночки-скляночки, потом посмотрим. Здесь, конечно, сохран неплохой. Неплохой. Офигеть, ребята! Я в шоке, посмотрите! Просто посмотрите на этот коридор. Весь коридор зеркальный. Вот это да, ребят, вот это находка. Марта в шоке. Ну, тоже была хорошая квартирка, ребят. Такая светлая, просторная. Тут ничего не осталось, однокомнатная. Очень, кстати, похоже, как мы когда-то с мужем снимали квартиру, тоже однушку. Плюс-минус планировка очень похожая. Но тут пустая квартира. Алена, ребят, не сильно любит такие места, она больше любит заброшки с реальной историей какой-то. А мне прям очень нравится. Если вам тоже нравится такой контент, не забывайте ставить лайк. Обязательно, обязательно. Нам тоже очень нравится. Скажи, Марта. Но ты же любишь больше заброшки с историей. Да? Да. Идем дальше. Кто-нибудь есть? Никого. А тут как будто коридор шире. Может, потому что здесь уже нету мебели? Нет, может, потому что немножечко другой формат квартир? Да нет, одинаково. Тоже, смотри, мокро. Я не понимаю, почему мокро? Внизу тоже мокро. Потому что сырость. А, тоже вон что-то разбито и оттуда вытекает. Ну, странный тоже дизайн. Иконы, господи. Что это такое? А, это какие-то бураки усохшие. Я испугалась, думаю, что это за существо какое-то. Что за монстры? Ну. Тоже, ребят, влажность. Здесь сохран минимальный. Когда вдовушка в руках маньяка. Ну и книжечки, конечно, здесь читали. Какие книжечки? Когда вдовушка в руках маньяка. Реально, смотри. Вечно нам попадается какая-то неадекватная литература. Ну, Александр Дюма, извини меня. Ладно, но то, что рядом лежит. Никогда не забудем, еще книга лежит. Пошли в ту квартиру. Здесь все пошла? Да. Пошли, там закрытая квартира внизу. Я оставила ее напоследок, чтобы зайти в нее вместе с тобой. Ее взломать? Не, она не закрытая, она... Это ты снимала, да? Она открытая, просто она призакрыта дверь. Я, короче, очканула туда идти одна. А со мной тебе не страшно? Сейчас я достану проводок из-под зарядки, и мы отлупим того, кто там сидит. Как будто кто в глазок смотрит за нами. Нью-Йорк. Нью-Йорк. Блин, ну какие-то стрёмные тонировки в этих квартирах, ну честно слово. Как какие-то полукоммуналки, да? Ну. Смотрится не очень, на самом деле. Не очень комфортная планировка по мне. На самом деле ничего здесь интересного нет. Могла бы и одна сходить. У них у всех, смотри, подвалы. В каждой квартире у них реально конкретные подвалы. Смотри. Прикольно, погреба. У нас подвал, отдельно вход. И вон лестница, кстати, у людей стоит, видимо, для подвала была. Ну, блин, это комната, которая квартира со стеклами, это просто... Это вообще самая криповая квартира. Вообще просто. Ну что, выходим? Выходим. Ребята! Ну, это комната с зеркалами, да. Вообще я в Это шоке. Вот после вот этого дома, ребята, я серьезно вам говорю, первый меня не впечатлил вообще. Но эта квартира, когда я, знаешь, и дверь просто приоткрываю, потом ты увидишь. И я не могу понять, что это, ну, отделка, что за отделка.
а потом смотрю, отражается моя рука. Если честно, я думала, обоссусь. А потом, когда зашла вообще туда внутрь и поняла, что это практически весь коридор в зеркалах, я думаю, какой шизоид это мог просто Это напоминает сделать. Дом изобретателя, да? Вот именно кстати, по да. этому, по тематике, потому что тоже, видимо, человек это проектировал немножко с каким-то таким... Странный либо человек. с нарциссизмом, либо немножко Может быть. шизоидностью. Да, то есть вот эта квартира оставила определенный след, по крайней мере, в моем сознании, в моей памяти. Я точно это запомню, потому что это просто капец. А для меня был шок эти подвалы. Я захожу и смотрю, дырка в полу, думаю, нихера себе. В общем, второй дом на нас произвел впечатление Куда больше, больше, чем да. первый, да. Поэтому впечатления интересные, конечно, и не советуем вам лазить по таким местам, потому что Да. это опасно, потому что можно нарваться на кого угодно. Лучше смотрите наши видосы. Да. Оставайтесь с нами и дальше, потому что мы снимаем с каждым разом все лучше, стараемся делать более интересный, качественный контент. И спасибо вам за это, потому что некоторые в этом принимают непосредственное участие. Я хотела бы напомнить о том, что мы сейчас дружим с определенными блогерами по нашей тематике, по заброшке, по мистике. Как всегда, ссылочки прикрепляем в описании. Переходите, смотрите. Нравится, подписывайтесь. Не нравится, смотрите нас. Ладно, это все шутки, минутки. Все, ребят, пока. Пока-пока.